Привет! Это канал Alexis Fox, и в этом видео я расскажу тебе про скидки, рейтинги и переход на бюджет для иностранных студентов в высшей школе экономики. Итак, для начала, что такое скидка и рейтинг? Скидку студент может получить после сдачи вступительных экзаменов, то есть это как бы не бюджет, но ты меньше платишь за обучение, вот так вот. И рейтинг, ну и слово понятно, что такое у нас рейтинг. То есть все студенты твоего курса и твоего направления, вы как бы соревнуетесь в этом рейтинге. Кто получает высшие оценки, тот, соответственно, находится выше в рейтинге. Вот позже расскажу, какие это дает преимущества. Рейтинг бывает текущим и кумулятивным. Текущий включает в себя все дисциплины, которые есть у других студентов также. И выставляется он также раньше. Кумулятивный рейтинг, он включает в себя абсолютно все дисциплины, даже которые ты берешь какие-то дополнительные, и по всем дополнительным проектам, в общем, там суммируется практически все. На примере объясню их разницу. У всех студентов есть базовый пакет предметов, которые он обязан изучать. Но также можно помимо них взять еще дополнительные предметы или взять проект себе на ярмарке проектов и получить также дополнительные кредиты за него. Но так как это берут не все студенты, и для более такого, можно сказать, для более правильной оценки, в текущем учитываются основные предметы, а в кумулятивном все дополнительное. Это так максимально простыми словами. Я еще прикреплю ссылку в описании, там будет более подробно это все расписано и, наверное, более понятно. Вот, возвращаемся к теме конкретно иностранцев. Скидки. Чем они отличаются у иностранцев? Если иностранец получает скидку при поступлении, то она у него фиксируется на весь период обучения, то есть потерять он ее не может. Ну, за исключением, если он совсем плохо учится и просто там отвратительные оценки, надо как-нибудь хотя бы мотивировать его учиться и лишить скидки. Но при этом иностранцы также участвуют, как и россияне, в рейтинге. И если иностранец очень хорошо учится, и, к примеру, при поступлении он получит 25% скидку, а учится настолько хорошо, что может получить 70% скидку, то его спрашивают, хотите ли вы остаться на фиксированной скидке, которую вы как бы... Если совсем плохо не учитесь, вы ее не потеряете. Или же хотите перейти на рейтинговую скидку, по которой учатся все россияне, и она будет зависеть от вашей учебы каждый год, вы можете ее как потерять, так повысить, и вот так вот. Если вы соглашаетесь, да, я хочу повысить скидку, я там уверена, что я буду настолько хорошо учиться, что в следующем году ее не потеряю, пишите заявление, подписываете там все документы, бумажки и переводитесь на рейтинговую скидку, как у россиян. То есть, по факту, если студент доволен своей нынешней скидкой, к примеру, у него она не 25%, а 50%, это довольно такая хорошая средняя скидочка, он может учиться, скажем так, чтобы не было позорных оценок в аттестате, и, можно сказать, этого достаточно, у каждого свои цели, свои амбиции. Вот у меня же скидка всего 25%, и я планирую, очень надеюсь, что я смогу ее повысить хотя бы в этом году до 70%, и смогу не слететь в следующем. Вот так вот. 25 это слишком мало. Теперь про перевод со скидки на бюджет. Тут, в принципе, как я поняла, правила такие же, как и для россиян, но бюджетники, они, можно так выразиться, с очень большой подушкой безопасности, и очень, прям невероятно редко, когда бюджетников отчисляют. И лишь в этом случае появляются свободные места на бюджет, и у тех, кто находится на вершине рейтинга, у них есть шанс попасть на это бюджетное место. Но, как мне сказали менеджеры программы, такое происходило на их практике примерно раз в 100 лет, и шансы очень и очень невелики. Поэтому, если у вас все-таки есть надежда на то, чтобы снизить оплату за обучение, то это возможно лишь через повышение скидки, и перейти на бюджет очень-очень сложно. Текущий рейтинг публикуется 20 января и 15 июля. Кумулятивный рейтинг публикуется 10 марта и 30 октября. После первого полугодия я заняла в кумулятивном рейтинге первое место. В текущем я была на 14 месте, если не ошибаюсь. В общем, из 210 или сколько у нас там человек, то есть это все первокурсники и дизайнеры в Петербурге, это, неплохо. Могло бы быть лучше. Вот. Скидка считается по текущему рейтингу, так сказать, чтобы выровнять шансы.
а кумулятивный он идет в диплом. Надеюсь, я ни в чем не ошиблась. Также у нас еще есть такое понятие, как кредиты или кредиты, но так как я чаще всего слышу, что их обзывают кредитами, значит, у нас они тоже будут кредитами. Вот. Про них я уже очень много раз упоминала в своих видео, но если интересно, я могу записать отдельное видео, и если есть еще какие-то отдельные вопросы, то тоже можете задавать их в комментариях или писать в личку, но опять же лучше в комментарии. Мне нужна активность. Вот. Поступайте, сдавайте экзамены. Советую поступать через Олимпиаду, больше шансов попасть на бюджет, через конкурс портфолио не очень, и иначе будете сидеть, как я, на 25% скидки, если повезет. Всем спасибо, пока.